Привет, ребят, с вами Дед. И я заметил, что многие игроки Genshin Impact незаслуженно, повторяюсь, незаслуженно оставили без внимания такой сет артефактов, как стойкость миллилита. И если в этом видео я смогу донести до тебя, почему я так думаю, взамен рассчитываю на твою поддержку. Лайка хватит. Поехали. Начнем с того, что если ты впервые слышишь о таком сете артефактов, то достать его можно только в этом подземелье. Да, прям вот тут. А теперь, когда разобрались, где можно пофармить данный сет артефактов, перейдем непосредственно к его ТТХ. А также я покажу, на каких персонажах, доступных на момент обновления 1.6, его выгодно использовать. Но для начала ответьте ко мне на вопрос. Как давно вы выбивали нормальные арты? Я уже не говорю про дополнительные характеристики. 3 недели. 3 недели я пытаюсь выбить корону на крит для Кэцин. Я один такой невезучий. Да, извините, отвлекся, накипело. Возвращаемся к теме. Стойкость миллилита. Что нам дает данный сет? Два предмета. Увеличивают ХП на 20%. Знаю двух легендарных персонажей, которые этому будут рады. Но нас интересует full сет. Когда элементальный навык попадает по врагам, атака всех находящихся поблизости персонажей в отряде, проще говоря, вся ваша пачка, в том числе и персонаж, на котором одет данный сет, у всех атака увеличивается на 20%, а прочность их щита увеличится на 30%. И не важно, что за щит, ребят. И на ком он одет. Можно поднять кристалл, использовать щит Джун Ли, Наэль, да даже щит Бэйдоу станет намного крепче. И также стоит заметить, что если вы любите играть в кооперативе, там тоже все работает идеально, и прирост получают все ваши друзья. А теперь вторая часть описания, из-за которой, как я думаю, стойкость миллилита и осталась без внимания. Хотя именно она указывает на персонажей, на которых его выгодно использовать. Эффект длится 3 секунды. И думаю, дальше уже никто не читает. Ну типа 3 секунды, да нафиг оно надо. А дочитать все-таки стоит. И может возникнуть один раз в 0,5 секунды. И что самое важное, этот эффект может быть активирован даже если данный персонаж, на котором одет сет артефактов, не находится на поле боя. И это очень сильно развязывает нам руки. И зная все это, теперь проанализируем, на каких персонажах его выгодно использовать. Плюшки от 4 предметов нацелены на усиление всей пачки. Следовательно, персонаж выступает у нас в роли саппорта, помощник. Хоть и он тоже получает все эти бафы, которые усилят его элементальный навык. А учитывая тот факт, что эффект длится всего 3 секунды, нам понадобятся персонажи, чьи элементальные способности могут атаковать противника длительное время. Знаю, что многие из вас с самого начала видео подумали сразу же про Джун Ли. И ХП ему увеличит, и щит прочнее сделать, да и колонны у него наносят урон в течение 20 секунд. Согласен, для деда сет идеальный, за исключением одного факта. Колонны статичны, и в случае, если бой отдалится от них, то мы тут же теряем все бафы. А те, кто фармит бездну и играют на 11-12 этажах, знают, что это случается довольно-таки часто. Поэтому дед занимает второе место. Четвертое место у меня занимает Сян Лин со своим гобой, который автоматически наводится на противников, но он тоже сидит на одном месте, поэтому только четвертое. Третье место делят такие персонажи, как Мона и наша козочка Гань Юй. Их элементальный навык хоть и статичен, но он агрит на себя противника, поэтому в периодическом нанесении урона сомневаться не стоит. Но это, конечно, если вы легендарных персонажей используете в качестве саппортов. Так же, как это делаю я. А теперь первое место в моем рейтинге для использования сета стойкость миллилита. Та-да-да-дам! Это Фишель. Для тех, кто сейчас удивился, объясню почему. Ее элементальный навык — это Ворон, который автоматически, всегда, наводится на противника и наносит ему урон. Его можно перемещать по локации в случае смещения боя, и что самое главное, путем чередования навыка и взрыва стихий, Оз находится на поле боя постоянно, и все плюшки сохраняются в течение всего сражения. Поэтому она для меня номер 1. Минутка для скептиков. Да, я согласен с тем, что в этом сете Фишель потеряет в уроне. Хоть и частично компенсируется увеличением сил атаки. Но, ребят, не забывайте, что прирост также получает еще 3 персонажа. А это намного больше, нежели один персонаж потеряет. Ну и немножко практики.
の天中中に分け与えられた楽園エデン。私断罪の皇女は姿を見せよオズ。花と酒を手に景色を堪能し、別の天中中に分け与えられた楽園エデン。天道ここにあり。断罪の名において天理チョーク。Надеюсь, я смог заинтересовать тебя хоть немножко, да разнообразить свой геймплей, а не следовать шаблонам, как это делают многие. Хорошего тебе дня. Увидимся. Пока.